А я тем временем продолжаю собирать деньги на новый ПК, поэтому буду очень рада, если вы меня поддержите. По окончанию сборов я выпущу большую АСМР-видеоновеллу с выборами и коллабом. И спасибо донатерам, в особенности RVM, а также КМС по команде Газы, Декстер Морган, Смоук, Благодарный слушатель, Никитош, Анонимы, Амдусиас и Дреймин. А если вы тоже хотите меня поддержать, то ссылки на ты в описании. Приятного прослушивания. Что ты от меня хочешь, смертный человечишка? А? Что? О какой это книге ты говоришь? А, это? Понятия не имею, что это такое. Э? Искусство флирта для чайников? Нет, это не совсем то. И я всего лишь хочу изучить вашу психологию. Ну, вас, глупых человечков. Какая невероятная глупость считать, что я изучаю эту науку ради тебя. Ты здесь для того, чтобы спонсировать меня сгущенкой. Ну не обижайся, пожалуйста. На правда не обижаются? Ай, ну, на самом деле, знаешь что? Я была знакома с еще парочкой лисиц. Некоторые из них приходили издалека, очень издалека. И вот у меня была знакомая. Не помню, как ее зовут. Очень странное имя, но она была японской лисой. Кицуне? Вроде... Как она называла себя так? Ха. И вот у нее было такое интересное умение, если можно так выразиться. Все, что она говорила, все ее слова, маленькие высказывания, выражения, о них всех, можно было сказать, льется словно мед. Когда она общалась с другими лисами или со смертными, она всегда так хорошо держалась, знала, что ответить так, чтобы все смотрели только на нее, с взглядом, полным очарования. И меня это неистово бесило. Ведь всем должно быть известно, что самая лучшая лисица в этой округе — это я. Я намного более интересная личность, чем эта непонятная очаровывательница мужчин. Знаю я, какое слово я бы могла применить в отношении нее, но я, пожалуй, не буду опускаться до этого уровня. Они все просто не понимают моего шарма. Вот скажи, я привлекательная? Ну, может быть, сексуальная? Так дело не пойдет. Я ем слишком много сладкого. Наверняка дело в этом. Сексуальные девушки не едят сладкое. Сексуальные девушки... Что они там едят? Авокадо? Что это? Звучит крайне сомнительно. У тебя есть авокадо? Покажи. Нет? Ха. Ну, значит, ты тоже не сексуальная девушка. Так, как оно выглядит-то? У вас же есть эти ваши прямоугольники, телефоны? Похоже на плод любви, шишки и каштана. С начинкой из... Не знаю, на что это
Похоже. А оно сладкое? Вкусное? Э? Пресное? А зачем его тогда есть? Странно. Звучит не очень хорошо. Я бы даже сказала, крайне сомнительно. О, кстати, смотри. Я придумала. Ам, Твои родители случайно не пекари? Тогда откуда... А? Реально? Твои родители пекари? Блин. Ну, ты мне опять все испортил. Какой же ты бестолковый. Блин, во имя всех духов леса. Теперь мне придется потратить еще несколько минут, чтобы придумать новый подкат. Что? У меня неплохо получалось, когда ты в том лесу. Пока ты не схватил меня за хвост и не утащил сюда. Ну вот. Почему же ты раньше не сказал? Точно, я угрожала тебя скушать. Тогда да. Наверное, не самый лучший вариант для коммуникации в таком ключе. Ой, сложно. Как тяжело быть мной. Послушай, смертный, твои глаза, они ну, ну, тут написано как звезды, но это же полная чушь. Звезды — это просто сгустки газа в холодном космосе. И я-то знаю, я постарше тебя буду, детенок малолетний. Хотя раньше вы, смертные, верили, что там на них всякие сущности сомнительные сидят. Пытались им поклоняться. А некоторые настоящие сущности действительно этим пользовались. Возвышали себя до небес, строили из себя черт пойми что. А смертные-то и верили. Придумали эту свою астрологию. Выдумали, что звездам не плевать на их судьбу, на их будущее. Повыдумывали, что у каждого человека есть свое собственное созвездие, которому совершенно не все равно на его жалкое и бренное существование. Ай, смертные, какие же вы глупые. У вас, идиотов, внушаемость на уровне трехмесячного лисенка. Давно уже пора понять и принять, что всем на вас плевать с высокой колокольни, особенно высшим существам, как они себя называют, особенно звездам, которые даже не являются живыми. Может быть, хотя бы парочка поколений ваших детей и внуков и запомнят, насколько ваша жизнь была бесполезной и насколько она никогда не имела смысла. Так что какая разница, как она происходит? Ты сам контролируешь свою так называемую судьбу. Но когда я говорю об этом смертным, они никогда мне не верят. А касательно твоих глаз... Твои глаза скорее как... Ёж, который свернулся в клубочек где-то на заснеженной поляне. Я не знаю, как это иначе описать. Похоже же. Почему ты смеешься? Это был комплимент. Прекрати сейчас же. Я великая лисица, и я пытаюсь проявить снисхождение и пофлиртовать с тобой по этой вашей дурацкой книжке. А ты
Ты просто издеваешься надо мной. Это потому, что я ни разу не ела авокадо? Да, смейся, смейся. Конечно же, это же так весело наблюдать, как высшее, не побоюсь этого слова, существо пытается опуститься до твоего уровня. И вообще этот авокадо, я уверена, что он на вкус как мокрый мох. Просто вы, люди, придумали себе культ из безвкусной еды, чтобы казаться сложнее, чем вы есть на самом деле. Ладно, проехали. С комплиментами у нас возникли трудности. К сожалению, я не умею врать людям в глаза, как многие мои родственники. Смотрим дальше. Что тут у нас? Метод номер 5. Сокращение дистанции, использование духов. Духов? Духов. Опять ваши заумные словечки. Что это вообще такое? Сладко пахнущая жидкость? Да, что-то подобное у меня в памяти может и есть, но я не люблю резкие запахи. Понимаешь, мой нос достаточно чувствителен. Ладно, хватит. Глубокий вдох, выдох. Духи леса, дайте мне терпение, а этому примату каплю сообразительности. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ой, мы так похожи. Стоп. Неужели это очередной предрассудок смертных о том, что такое прекрасное существо, как девушка, должна кормить мужчину? Нет, безобразие. Мне это ни капли не нравится. Нет, безусловно, смертный. Если я действительно захочу тебя побаловать, порадовать чем-то, что навряд ли произойдет, потому что я все-таки древнейший дух леса, я, может быть, принесу тебе свою добычу. Кролика, быть может, но готовить никогда не умела готовить. А зачем, когда можно сразу живого кролика умять? Хотя у вас, людей, наверное, и организм послабее, и не справитесь. В общем-то, я не умею этого делать, поэтому следующий пункт. Так, ладно. Пункт про готовку вычеркиваем. Я хищник, а не повариха в фартуке. Если ты хочешь еду, я могу притащить тебе свежую тушку перепелки. Но не надейся, что я буду это жарить. Это не эстетично, мягко говоря. Так, смотрим дальше. О, а вот это звучит подозрительно. Метод номер 7. Прикосновение и установление невербальной связи. Тут написано, что я должна коснуться твоей руки как бы невзначай или поправить тебе волосы. Ну, давай попробуем. Иди сюда. Вот так. Это приемлемо?
пожалуй, и так сойдет. У тебя волосы такие запутанные. Ужас. Вы, люди, совершенно не умеете за собой ухаживать. У нас в лесу даже самый облезлый енот выглядит опрятнее, чем ты. Хотя, полагаю, это лично твоя проблема. Ой, я отвлеклась. Так. В книге сказано, что в этот момент я должна задержать взгляд на твоих глазах и загадочно улыбнуться. Нет, этого делать я не буду. Хотя улыбнуться... Но я улыбаюсь. Видишь? Это достаточно загадочно. Почему ты вжался в диван? Я что, по-твоему, выгляжу так, будто хочу тебя съесть? Даже если бы я и хотела, я бы уже давно это сделала. Но ты пока что проявляешь себя как достаточно полезное существо. Ладно, я больше не буду улыбаться так же. К черту эту книгу. Это слишком унизительно для великого духа. Слишком по-человечески. Даже Ярила так не издевался, когда был тот ужасный, жаркий день летом 1021 года. Теперь мне в обязательном порядке нужно избавиться от накопившегося стресса и... понежиться под пледиком. Все, в данный момент лисичка уходит на покой. Не отвлекай меня от моей стандартной процедуры дремания, человечишка. Нам. Флиртовать с тобой бесполезно. Ты все равно ни один из моих подкатов не понимаешь. Пфи. Авокадо. Шишка с каштаном. Какая глупость, присущая всему вашему проклятому роду. Отвратительно, но порой все-таки забавно.